Наверное, в каждом маломальски большом городе существуют свои городские легенды или байки. Ижорский телевизор решил открыть серию репортажей под названием «Колпинские байки», в которых мы расскажем про некоторые известные нам истории. Байка – это рассказ, иногда основанный на реальных событиях, но не исключающий прямого вымысла. Давайте разбираться вместе с нами. Первый сюжет посвящен городской легенде, которая гласит, что на территории промышленной площадки бывшего Ижорского завода существует подземный город. Тоннели из этого города расходятся в разные стороны на несколько километров. Также существует версия о том, что в подземных помещениях в XIX веке действовали карцеры для рабочих. И это не лишено смысла, так как мастеровые того времени находились на полувоенном положении, и наказания их были достаточно суровыми. Некоторые ветераны Ижорского завода и сторожилы Колпина рассказывают о существовании подземного хода под улицей Урицкого, она же Соборная, из заводских зданий в Свято-Троицкую церковь, по которому водили каторжан молиться в храм, чтобы не смущать обывателей. На некоторых интернет-ресурсах, посвященных подземному Питеру, можно узнать примерное расположение того самого подземного хода. Соответственно, мы двинулись в путь, чтобы увидеть все своими глазами и показать вам. Найти вход в подземное помещение довольно непросто. Многие входы уже завалены либо мусором, либо бетонными плитами, но попасть внутрь по-прежнему возможно. Важно сказать, что одеваться нужно в спецодежду и брать с собой лестницу, а заодно сухой паёк на всякий случай. Мобильная связь там не работает и неизвестно, когда тебя вытащат. Под землей помещение, вымощенное ижорским кирпичом, а также кирпичом, сделанным на заводе, когда-то принадлежавшим потомственным купцам Балашовым, располагавшимся в Усть-Ижоре. Внутри потрясающе красивые своды. Снять их трудно из-за темноты, к сожалению. В одном из залов потолок подпирается колоннами в виде пушек, такими же, как сделан забор со стороны бульвара Свободы. Колонны металлические и очень сильно покусаны ржавчиной, но от этого не менее красивые. Кирпичная кладка местами покрыта каплями, которые блестят, как драгоценные камни в свете фонарей. Раскроем тайну. Все это не подземный город, а всего лишь подземное сооружение бывшей чугунолитейной мастерской, восходящей ко второй половине XIX века, по-простому подвалы. Причем это не жилые, а рабочие помещения. В этих подземельях собиралась зола от печей, и некоторое время назад там оставались останки машин, которая выкидывала этот мусор наружу. Сейчас этих останков мы уже не нашли. Кстати, ходить там несколько небезопасно. В полу есть канализационные ямы 2 метра глубиной, да и неизвестно, как поживают кирпичи наверху. Тоннели многоуровневые, но в какую сторону ни пойди, везде тебя ждет тупик. Проходы засыпаны, местами видны следы более свежей кирпичной кладки. Прошедшая война и строительные работы советского времени на поверхности сделали свое дело. Возможно, тот самый проход в церковь и существовал, но найти его сейчас не представляется возможным. Подземелья являются памятниками архитектуры XIX века и памятниками строительного производства. Они вызывают постоянный интерес у диггеров, а также у музейных работников архитектурного сообщества, которые видят в них уникальный потенциал для открытия интерактивной музейной экспозиции «Ижорские подземелья». Но пока это всего лишь мечты. Такая вот байка, которая оказалась близка к истине. Конечно, никакого подземного города нет, но заводские подземные коммуникации обширны и интересны. Спасибо за просмотр, оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал Ижорский телевизор и вместе увидим еще что-нибудь интересненькое.